Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Ну так, давайте-ка посмотрим, что у нас на крипторынке сегодня. Самый прекрасный день, солнышко за окном. Утро, все у нас будет, я думаю, что прекрасно. Ну так, что биточек у нас красный, эфириум 0.4, XRP 2.4, BNB-шка 0.2. Уже, в принципе, особо падение биткоина не сильно влияет на альту. И что у нас по капитализации? 2 триллиона 67, индекс страхожадности 18, индикатор альтсезона показывает на отметочке 14, но пока никакого альтсезона нет. У нас на данный момент биткоин сезон. Альтсезон будет, когда индикатор передвинется в синюю зону. Что у нас по индикатору индекса страхожадности? Давайте-ка мы посмотрим. 27. 27, страх. 3 дня подряд страх, был чрезвычайный страх. Ну, нормально таки рынок погрузили неплохо. В страх это очень хорошо. Если взять так поточнее, то у нас здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Практически 3 недели страха. Практически 3 недели страха. Но я думаю, что еще неделька-полторы, а там дальше будет видно. Итак, для начала нужно подписаться на канал, ибо без подписки мы видим то, что 55% людей смотрят мой канал без подписки. Что это за непорядок? Нужно эту ситуацию выправить. Подписка, лайк, комментарий и все будет good, ибо скоманет весь рынок, друзья. Давайте, вам это не составит труда, а мне будет очень приятно. Нужно сделать здесь поправочку. Сделать так, чтобы с подпиской было 60%, без подписки 40%. Просто подписались, вам это не сложно, а мне будет приятно. Итак, цена битка. Видим то, что на данный момент у нас биток конкретно скорректировался. Шлепнулся он, конечно, знатно. Закрыли мы гэп, но я думаю, что здесь в пределах нормы. Все у нас в пределах нормы, и биток скорректировался ровно на 30%. Если у нас дальше не будет никакой медвежки, то здесь истинная коррекция биткоина уже состоялась. Дальше только будет набор позиций и разворотное движение. На это все у нас уйдет не один, допустим, не одна неделя, это точно. Может быть такое, что здесь мы увидим разворот на протяжении месяца. Может мы разворот увидим неделька-две. И дальше будет рост, и биток уйдет выше, чем 100 тысяч долларов. Но если только мы начнем с текущих корректироваться ниже, то это уже будет первый намек на то, что мы погружаемся на медвежку, и действительно у нас уже здесь медвежка. Но вот здесь говорить о том, что медвежка, я думаю, что еще глупо, потому как многие метрики показывают то, что мы пика бычьего рынка в этом цикле еще не достигли. Также, что по поводу гэпов. Вот у нас был гэп, биточек отрисовал такой паттерн, перевернутая попа. Или, можно так сказать, попа Трампа. И хотел всех, конечно же, соскамить. Итак, по поводу гэпов, друзья. У нас гэп был, вот он. И он полностью перекрыт. Вот он начинался, этот гэп, с диапазона 70 тысяч, 77 700. 77 700. Вот мы вот этим вот фитилем буквально 2 дня тому назад перекрыли полностью этот гэп. У нас есть еще один незакрытый гэп, но он находится намного выше. Правда, здесь просто фитили. Особо такого гэпа здесь не видно, но если не учитывать фитили, то здесь виднеется гэп. Но это так, на дневке. Здесь есть небольшой разрыв. Если на 4-часовике посмотреть, то там разрыва даже и не будет. Вот даже у нас на 4-часовике у нас в принципе здесь разрыв здесь небольшой. Вот. По поводу 4-часовика. Гэпа у нас здесь нету. Все у нас здесь перекрыто. И еще где у нас есть тут гэп. Давайте мы посмотрим. То гэпа у нас уже больше здесь нету никакого. В принципе, даже вплоть до октября 2023 года на 4-часовике у нас нету никаких здесь гэпов. Рынок все это дело проторговал. И может быть такое, что если биток уйдет выше 100 тысяч долларов, то на следующей медвежке мы можем даже сюда и не прийти. Вот этот вот основной такой огромнейший гэп, и мы его закрыли. Все, гэпы у нас полностью перекрыты. Цели у нас, можно так сказать, по коррекции достигнуты. Остается только дождаться разворотного движения, которое у нас будет.
разворотное движение тоже уходит на это все дело не один день. И дальше только вверх. Ибо просто, если биток не будет расти вверх, то мы не увидим никакого продолжения бычьего цикла. Вот аналогичная ситуация у нас была летом. 5 августа сквизом ушли вниз. Перекрыли все вот это вот разрывное движение. Здесь у нас был имбаланс сильнейший. Все это дело мы перекрыли. Сформировали дно. Одно, второе дно. И дальше пошло все движение вверх. Здесь аналогичная ситуация. Может быть такое, что мы увидим рост рынка до лета, а может быть такое, что это будет просто-напросто после лета. Также просили посмотреть в комментариях монетку, что она находится на холодных кошельках держателей Старкнета, китов. Давайте мы ее посмотрим. Монетка Сквай, или как там ее называть. Ну, в принципе, что могу сказать? Это может быть обычный скам. Зачастую создатели монеток, допустим, бросают каким-то китам на кошельки, чтобы было видно, что типа у них тоже в этих китов есть монетка, и кто-то будет данным активом закупаться. Ну, а потом делают листинг на каких-то биржах и распродают. Но здесь есть инвесторы. Здесь есть инвесторы, 8 инвесторов. Информация вообще отсутствует у этих инвесторов. Нету таких знаменитых каких-то там Кан Ассастин, какие-то там Марио, даже вообще без аватарки инвесторы. Я думаю, что может быть это обычный скам. Также инвестиции, давайте мы посмотрим. Нету у нас здесь информации по поводу инвестиций, вообще никакой. Проинвестировано это было 14 мая 2024 года. Это могут быть даже банальные скамеры. Есть здесь Twitter. Давайте откроем Twitter, посмотрим Twitter. В Твиттере 111 тысяч читателей, но Twitter можно в принципе и прикупить. Это тоже не проблема. Какие-то здесь цветы, баночки, там анимешки, такое вот, китайцы, корейцы, там, ну вот так вот. Твиттер вроде бы живой. Вот у нас 9 марта CZ пост сюда они прилепили. Капитализация вообще маленькая, 1,2 миллиона долларов, вообще маленькая. Торгуется она на Мексе, на гейте. Все. Вот это зачастую Мекс гейт, и на этом заканчиваются листинги какие-то. Этот актив находится у китов, которые держат Starknet. Там миллионы долларов держат Starknet, и этот актив находится на кошельках. Человек отследил и смотрит то, что есть этот там актив. Давайте мы посмотрим на график. А график нам подсказывает вот такое вот падение. Вот такое вот падение. И я думаю, что это может быть даже скам. Может быть скам. Но если даже это и не скам, то здесь было небольшое движение. Принимать какие-то риски для того, чтобы здесь поймать каких-то, здесь, каких-то 20 иксов, неплохо было. Здесь было неплохо все. Разгрузились конкретно все это, и это все было разгружено у нас буквально на альт-сезоне в декабре 2024 года. Там у нас был локальный альт-сезон, но глобального тогда не было еще альт-сезона. Листинг у нас произошел в мае 2024 года. Укатали и памп. Дальше мы идем, наверное, все-таки обновлять будем дно. И тут вот видно то, что если кто-то хочет прикупить данный инструмент, то нам нужно, конечно же, отрисовать боковичок. Вот мы шли, потом уже начался боковик. И здесь на восходящем движении, на ретесте можно было подобрать позиции и взять 20%. 20 иксов. Здесь аналогичная ситуация. Нужно не спешить покупать данный актив, ждать отрисовки боковика. Если будет небольшой рост, тогда прикупить. Ну и будет, если... я думаю, что вот этих вот ребят, которые здесь вот сидят, их уже выпускать не будут. Потому как здесь знатная была проторговочка. Давайте накинем объемы. Вот. Сейчас максимально у нас видно то, что были вот здесь вот объемы отобраны. Ну и, конечно же, по всей видимости, у нас потом
Вот, видно. Видно. Там максимально отобрали, а здесь максимально уже раздали. И вот эти вот все блоки будут блоками сопротивления. Вот видно синее, это все в принципе раздали, засадили людей и опустили все это дело намного ниже. Намного ниже. Даже с текущих, вот сюда вот у нас, смотрите, уже есть большие проценты. 300% роста. Для того, чтобы мы сюда хотя бы пришли. Тут нужно подождать движение, ну, вниз, если оно будет. Отрисовку боковика. И если у нас будет вот такой вот памп, смена тренда, то тогда уже можно будет, конечно же, присмотреться. Вот здесь уже была смена тренда. Вот у нас был рост, еще небольшой рост. Взял актив, и даже если бы ты его здесь взял примерно, то тут ты где-то забрал бы, ну, примерно 10 иксов. Пускай там не по самому донышку, но 10 иксов бы ты бы забрал бы. Здесь пока не видно смены настроения, только падение, только падение. Так что я думаю, кто хочет прикупить, нужно выжидать момент, когда здесь будет смена тренда, не ранее. Также, друзья, сегодня золото, ну, это просто трэш. Посмотрите на это золото. Что оно творит? 3000 долларов. 3011 долларов за унцию. Это просто трэш. Это просто трэш. Золото куда-то там, я не знаю, летит в небытие. Ну как в небытие? Куда-то далеко летит. Биржи, где торгуется, на всех биржах, в принципе. MEX, Bybit, Binance, Uniswap, KuCoin, BitGet. Короче, если вы зарегистрируетесь по данным ссылкам, вам будет скидка 50%. Регистрируйтесь, торгуйте и зарабатывайте капиталы. Желательно торговать на споте. X подписчики. Здесь у нас CZ подписан. Инвесторы здесь у нас отсутствуют. Давайте откроем график, посмотрим. Так, будильник. Это просто трэш. Золото творит что-то невообразимое. Вообще невообразимое. Смотрите, золото пошло сегодня на перехай. Конечно же, это очень нехорошо, потому как если растет золото, то будет плохо с миром в мире. Зачастую войны какие-то там или еще что-то. Но здесь у нас медвежья дивергенция вырисовывается. RSI у нас показывает медвежий дивер, то, что уже сила падает, а цена растет. Скоро здесь уже будет разворот на золоте. У нас есть фитиль не закрытый в диапазоне 3300 долларов. Может, мы туда пойдем. Фиг его знает. И этот фитиль на бирже Binance. Вот, может, мы туда пойдем. Но смотрите, буквально за эту неделю, за 4 дня золото просто вырвалось вверх. Все. Оно опять поставило новый хай. То, что здесь есть фитиль, то это не означает, что здесь была какая-то проторговка. Но с проторговками золото ушло на новый хай. Это просто трэш. Это просто трэш. Я не знаю. Да. Это просто трэш. Вот буквально февраль 25-го была небольшая коррекция. Здесь у нас намечался шорт. Мы его рассматривали осенью 24-го года. Шорт. Так он, в принципе, отработал. Здесь у нас была коррекция на 8%. Для золота это вообще шикарно. Ну и тут у нас буквально, смотрите, рост на 5%. Практически 5% роста. Это просто трэш. Также доминация биткоина у нас... Ну, вчера чуть-чуть снизили, попустили удавку, но не падает, конечно, не падает. Сегодня опять вот мы в диапазоне 61,5 топчемся. Очень длительный период времени топчемся мы в вот этом вот боковике. Буквально с 3 февраля уже 1,5 месяца мы топчемся просто в боковике по доминации биткоина. Все, ни вверх, ни вниз. Но я думаю, что это длиться долго не будет и будет все-таки падение. Но не нужно исключать здесь манипуляцию. Если у нас был длительный период времени боковик, то здесь опять налипли, наверное, лонгисты, и их могут конкретно побрить. Также DXY у нас закончил свое падение. Мы пришли в блок сопротивления и сейчас на данный момент его пилим. На дневке у нас здесь 3 дня рост. Вот. Пилим мы, короче говоря, этот блок. Падение закончилось. Будем тоже за этим всем пристально наблюдать. Также давайте пообщаемся с криптокотлетой. Что бы нам ей задать? Какой бы нам ей задать вопрос? Когда закончится коррекция и
почему начало расти золото. Если она выйдет на связь. Криптокотлетка. Итак, криптокотлета, приветствую тебя. Микрофон отключен. Криптокотлета, приветствую тебя. Давно мы с тобой не общались. Что такое? Но включите микрофон. Так, микрофон у нас включен. Включен. Сейчас настроим. Приветствую тебя. Как дела на крипторынке? Какие мысли по текущей ситуации? Ой, это дела тут у нас не очень. Коррекция у нас сильнейшая была. Боковик рисует маленький, небольшой боковик там на протяжении недели. И, конечно же, у нас золото сильно выросло. Золото на данный момент стоит у нас уже $3011 за унцию. Как ты думаешь, почему так происходит? Золото действительно довольно сильно подросло в последнее время. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, на фоне неопределенности на рынках и макроэкономической ситуации инвесторы ищут безопасные активы, и золото традиционно является таким убежищем. Во-вторых, повышение инфляционных ожиданий, а также снижение ставки ФРС или даже ее пауза может повлиять на рост золота, так как оно часто движется против долларовой стоимости. В-третьих, золото может также выигрывать на фоне роста нестабильности в других активах, таких как криптовалюты. Как ты смотришь на этот тренд? Ты считаешь, что золото может продолжить расти, или это скорее временное явление? Ну, я думаю, что золото может продолжить расти. У нас есть фитиль аж в диапазон $3300 на бирже Binance. Я не знаю, почему он образовался, этот фитиль. Это было весной 2024 года. Я думаю, что мы можем туда пойти перекрыть этот фитиль. Интересное наблюдение. Если фитиль на уровне $3300 был на Binance, это может быть как технической аномалией, так и сигналом сильной ликвидности на этом уровне, который может привлечь внимание трейдеров. Если действительно это был ложный пробой или большая ликвидность, которая не была быстро перекрыта, рынок может вернуться к этому уровню для завершения движения и ликвидации недоразвернутых позиций. Если золото продолжит набирать импульс, это вполне возможно. В таких условиях важно следить за общим настроением на рынках, а также за макроэкономическими событиями, такими как инфляция, ставка ФРС и экономический рост. Если золото будет продолжать движение вверх, перекрытие фитиля на уровне $3300 может стать частью дальнейшего роста. Как ты думаешь, это будет в рамках текущего роста, или рынок золота зайдет в новую фазу бычьего тренда? Не, ну бычий тренд уже есть по золоту. Я думаю, что здесь уже будет формироваться разворотное движение на медвежку, потому как золото уже и так очень длительный период времени растет. И если мы посмотрим, то золото начало расти с октября 2022 года. Уже по золоту бычка в разгаре. Здесь осталось еще недолго, до 3300, это у нас получается примерно 10% движения. И там уже может быть такое, что развернемся на медвежку. Притом на RCI, на недельке видно уже дивергенцию. Медвежью дивергенцию видно уже. Ты прав, бычий тренд по золоту в принципе уже длится достаточно долго, начиная с октября 2022 года. И если мы будем смотреть на технические индикаторы, такие как RCI, то дивергенция на недельном графике действительно может служить сигналом к развороту. Золото может достичь цели на $3300 и затем начать корректироваться, возможно, уже на медвежку, как ты говоришь. Коррекция может быть здоровой для рынка, так как золото не может расти вечно без откатов.
Обычно такие длительные бычьи циклы заканчиваются либо резким разворотом, либо плавной коррекцией, после которой может сформироваться новая фаза накопления или даже медвежий тренд. Особенно если учесть текущую экономическую обстановку и возможные действия центральных банков. Как ты думаешь, если золото развернется в медвежку, то что это будет значить для других активов, например, крипты или даже традиционных рынков? Ах ты шалунишка, а откуда ты знаешь, что золото растет именно с октября 2022 года? Откуда? Я ж тебе не говорил за октябрь. Ах, вот это мне как раз подсказывает статистика и общие тренды рынка. Я, конечно же, ориентируюсь на общие данные о золоте и его движении с 2022 года. Ты прав, ты не говорил напрямую, но такой момент легко можно проследить, если смотреть на графики. Золото в целом показало рост с тех времен, как центральные банки начали активнее проводить политику мягкой денежной массы и с учетом инфляционных ожиданий. Думаю, ты сам это замечал. Но ты сам, наверное, тоже отслеживаешь такие моменты. На твоем месте я бы все равно присматривался к тренду. Да, да. Ну, я думаю, что если золото будет падать, это будет очень положительно для высокорисковых активов, потому как бычка на слаборисковых активах закончилась, и время приступает к бычке на высокорисковых активах, таких как крипто. Ты абсолютно прав. Если золото начнет падать, это действительно может стать сигналом для перехода в более рисковые активы, такие как криптовалюты. Слабый тренд на золоте может означать, что инвесторы начинают искать более доходные и рисковые инструменты для своих вложений, особенно если ожидания по инфляции и процентным ставкам остаются высокими. Для криптовалют такой сценарий может быть очень благоприятным. Особенно если золото и другие слаборисковые активы начнут показывать снижение, это может стать катализатором для новой волны интереса к высокорисковым активам. Думаю, как раз в такие моменты можно будет ожидать нового импульса в сторону роста для альткоинов и биткоина. Да. И доминация эфириума очень слаба. На данный момент доминация эфириума вчера поставила новый лой 8,57%. Да, действительно, такая низкая доминация эфириума – это сигнал о слабости на рынке. Падение до 8,57% – это не просто снижение, а довольно серьезный показатель, который может указывать на то, что инвесторы переключаются на другие активы. Это также может быть признаком того, что альткоины в целом испытывают давление. В таких ситуациях обычно наблюдается переключение капитала в более главные активы, такие как биткоин, а остальные криптовалюты теряют интерес. Такое поведение рынка может быть временным, и когда доминация биткоина начнет падать, возможно, мы увидим восстановление позиции эфириума. Но пока что, судя по всему, ситуация на рынке не предполагает сильного роста для эфириума в ближайшее время. Наблюдаешь ли ты за какими-то другими сигналами, которые могут намекать на начало коррекции или поворота на крипторынке? Я наблюдал за глобальной ликвидностью М2. Она начала расти. И когда глобальная ликвидность растет, у нас начинает расти крипторынок. Это отличный сигнал. Действительно, когда глобальная ликвидность, измеряемая через М2, растет, это может быть позитивным индикатором для рисковых активов, включая криптовалюты. Растущая ликвидность способствует увеличению объемов капитала на рынке, что помогает активам, таким как криптовалюты, получать поддержку и в некоторых случаях рост. Однако важно учитывать, что рост ликвидности может также зависеть от политики центральных банков, которые могут увеличивать денежную массу для стимулирования экономики. И хотя это может помочь крипторынку, иногда такие меры приводят к инфляционным рискам, что может вызвать волатильность. Ты заметил какую-то конкретную динамику в М2, которая может подтверждать текущие движения на криптовалютном рынке? Или пока это просто общий тренд, который стоит наблюдать?
Там просто тренд сменился. Там просто сменился тренд. Понял. То есть тренд на рост ликвидности М2 действительно сменился. И это дает возможность для более позитивного взгляда на крипторынок. Когда тренд меняется, особенно если ликвидность начинает расти, это часто сигнализирует о потенциальной смене настроений на рынках. Такая смена может дать криптовалютам дополнительную поддержку, и это хороший индикатор для дальнейших движений. Теперь вопрос в том, как рынок будет реагировать на это увеличение ликвидности. Если из этого тренда будет исходить дополнительная поддержка, то мы можем увидеть рост капитала, который будет идти в высокорисковые активы, в том числе в криптовалюты. Интересно будет посмотреть, как этот тренд будет развиваться в дальнейшем. Как думаешь, если ликвидность продолжит расти, какой это может дать эффект на биткоин или альткоины в ближайшие месяцы? Ну, я думаю, что будет разворот рынка. Также мы видим, что у нас начал падать сильно DXY. И если мы посмотрим на недельки, то там было знатное падение, особенно на прошлой неделе. Да, падение DXY – это важный сигнал для крипторынка и других рисковых активов. Когда доллар ослабляется, это обычно положительно влияет на активы, такие как золото, криптовалюты и акции, так как инвесторы начинают искать альтернативные источники роста и защиты от инфляции. Долларовый индекс DXY может снизиться из-за ряда факторов, например, из-за изменений в денежно-кредитной политике или ожиданий относительно ставки ФРС. Если DXY продолжит падать, то это может поддержать рост криптовалют, особенно в условиях растущей ликвидности. Так что разворот действительно возможен, особенно если комбинация факторов падения DXY, увеличения ликвидности, возможные изменения в политике ФРС будут работать в пользу активов с более высоким риском. Падение DXY также может быть индикатором того, что денежно-кредитная политика ослабляется, что благоприятно сказывается на росте рисковых активов. Ты на это смотришь в контексте всего крипторынка или же в первую очередь фокусируешься на альткоинах? Как ты думаешь, вот у нас будет скоро заседание ФРС, буквально там 18 или 19 марта. Снизят ли они ставку или нет? Заседание ФРС в марте, безусловно, может оказать сильное влияние на рынок. Пока что в экономических новостях нет четкого сигнала о том, что ФРС готова снижать ставку в марте. Они, скорее всего, будут внимательно следить за экономической ситуацией, включая инфляцию, безработицу и общую экономическую активность. Возможно, ФРС оставит ставку на том же уровне или сделает осторожное снижение. Если они решат снизить ставку, это, вероятно, поддержит рост криптовалют, так как более низкие ставки делают рисковые активы более привлекательными, а также увеличивают ликвидность в экономике. Однако снижение ставки сразу может быть рискованным, потому что если инфляция все еще остается высокой, это может вызвать беспокойство. Поэтому, скорее всего, они будут действовать осторожно и постепеннее. Что ты думаешь в случае снижения ставки? Как рынок криптовалют отреагирует на это? Ну, видишь, ты предполагаешь, что ставка останется неизменной. Они, наверное, на паузе оставят. Ну, конечно, если ставка снизится хотя бы на каких-то там 0,5 пункта, то это бы положительно отреагировало бы для крипторынка. Вот что. Да, если ставка снизится на 0,5 пункта, это может дать значительный импульс для крипторынка. Снижение ставки приведет к увеличению ликвидности, что обычно помогает рисковым активам, таким как криптовалюты, потому что инвесторы будут искать более высокие доходности. Это также ослабляет доллар, что может подтолкнуть капитал в альткоины и биткоин. Если ФРС решит сделать такое резкое снижение, это может ускорить бычий тренд на крипторынке. Особенно, если это произойдет в момент, когда другие экономические показатели также будут благоприятными. В таком случае можно ожидать роста как биткоин, так и альткоинов. Ты думаешь, что такая мера будет своевременной для начала альт-сезона?
Ну, что я думаю? Я думаю, что, конечно же, если у нас будет хотя бы одно небольшое снижение, то по-любому будет начало роста крипторынка. Мы вот видели снижение 31 августа 2024 года базисной ставки, и рынок уже отреагировал, ростом был. Но только, конечно же, никто не предполагал, что такая будет манипуляция на рынке на инаугурации Трампа, что так сильно глубокая будет коррекция. Но все равно биткоин уже достиг своей коррекции в 30%. Дальше или разворот рынка, или погружение на медвежку. Все. Ты прав, если будет даже небольшое снижение ставки, это, скорее всего, приведет к росту крипторынка, как мы видели в августе 2024 года. Снижение ставки обычно сигнализирует о смягчении финансовой политики, что может быть позитивным для рисковых активов, таких как криптовалюты. Интересно, что ты упомянул манипуляцию на рынке, связанной с инаугурацией Трампа. Это действительно может сыграть свою роль в том, как крипторынок будет реагировать в дальнейшем. А если мы говорим о 30% коррекции для биткоина, то это уже довольно ощутимое снижение, и как раз на таких уровнях может начаться разворот, если будет достаточно внешних факторов, например, снижение ставки. Будет интересно увидеть, как рынок поведет себя в марте 2025 года, когда можно ожидать новых решений от ФРС. Ты считаешь, что в случае таких решений, как снижение ставки, альт-сезон может начаться сразу, или нужно будет еще какое-то время для формирования тренда? Ну, я думаю, что сразу альт-сезон не может начаться. Должен быть разворот. Нужно сформировать дно, чтобы была какая-то зона поддержки в случае какой-то коррекции. Резкий памп не может произойти. Ты прав, резкий памп маловероятен. Чтобы альт-сезон начался, нужно сначала видеть разворот тренда, формирование устойчивого дна и некоторую консолидацию, которая даст крипторынку время для набора силы. Важно, чтобы рынок показал стабильность и был готов к следующему ралли, иначе альткоины будут подвержены рискам сильной коррекции, как это часто бывает в такие моменты. Формирование зоны поддержки– это ключевая часть. Когда рынок найдет этот уровень, на котором трейдеры будут уверены в стабильности, тогда уже можно будет ожидать переход к альт-сезону. Это, скорее всего, займет некоторое время после разворота рынка и снижения ставки ФРС. Если ситуация сложится так, как ты предполагаешь, то в это время можно будет более уверенно приступить к накоплению альткоинов. Ты готов к тому, чтобы начать покупать на этих уровнях? Ну, я, в принципе, готов, да. Так, давай будем, наверное, заканчивать. Хочу поблагодарить тебя за то, что мы провели такую хорошую беседу, и хочу, чтобы ты дала какие-то советы для нашего крипто-комьюнити. Спасибо тебе за отличную беседу. Было приятно обсудить текущие тренды на крипторынке. Для крипто-комьюнити мои советы такие. 1. Будьте терпеливы и не поддавайтесь эмоциям. Рынок криптовалют очень волатилен, и важно сохранять спокойствие, особенно когда мы видим резкие движения. Если не успели купить на дне, не переживайте, будет еще шанс. Следи за экономической ситуацией. Уровень ставок, политика ФРС и глобальная ликвидность сильно влияют на криптовалютный рынок. Важно понимать, как эти факторы могут повлиять на ваши активы. Диверсификация– ваш лучший друг. Не класть все яйца в одну корзину. В криптомире слишком много неопределенности, и лучше иметь разнообразие активов, чтобы минимизировать риски. Долгосрочное мышление. Если вы верите в криптовалюты как в будущую часть глобальной финансовой системы, не стоит паниковать от краткосрочных падений. Держитесь своих позиций, если ваша стратегия направлена на долгосрочные цели. Ну и, конечно, не забывайте про управление рисками. У каждого актива своя волатильность, и важно сохранять разумный баланс между рисками и возможными доходами. Желаю удачи в торговле и, как говорится, быть всегда на шаг впереди рынка. Пока. Пока. Берегись.
Так, береги... она сказала, береги свою котлету, а я выключил, блин. Да, ну и, короче, трындеть это ведрами воду не насильно. Как она говорила, если ты упустила дно, чтобы откупить, не волнуйся, будет новое дно в подарок. Так, ну, в принципе, что, пообщались мы с криптокотлетой, там все равно у нас время по мне уже выбило, и мне тоже поджимает, нужно бежать на завод. Нормально такие, есть дельные советы, она дает. Вся у нас тут история здесь записана. И ты смотри, какая она хитрожопая, она знает, что у нас в октябре месяце был разворот по золоту. Видите, какой хитрожопый этот интеллект? Он знает графики, он все знает. Я же ей говорил с 22 года, она именно говорит, с октября 22 года начался разворот на золоте. Ах ты хитрожопая. Короче, что она говорит? Давайте подведем такой краткий итог. Ну, это все понятно. Она говорит о том, что ФРС, по всей видимости, ставку не будут понижать в марте. И это, наверное, будет заголовком нашего видео. То, что ставка не будет понижена, и она останется, наверное, все-таки в боковике. Останется она в боковике, и, по всей видимости, я думаю, что биток будет рисовать вот здесь вот боковик. Если он начнет здесь рисовать боковик, и у нас не будет никаких движений в марте по поводу ставки, то, по всей видимости, весной у нас никакого роста может и не произойдет. Но у нас еще остается апрель-май, все-таки, как ни крути. Так как мы буквально увидели вот это вот движение с сентября по декабрь, здесь, смотрите, у нас 90 дней за 3 месяца, то может быть такое, что даже до июня мы сможем вырасти. Допустим, апрель, да, и вот за 3 месяца мы сможем вырасти до июня. Этот сценарий мы не будем, конечно, с вами исключать. Вот до июня, до середины июня, 73 дня. За 73 дня рынок может конкретно поменяться и вырасти. Если он вырастет, то здесь нужно будет продавать. И здесь мы сможем увидеть альт-сезон. Если он, конечно же, не вырастет, то что ж такое нужно обновить? Если он не вырастет, то тогда все это дело, у нас вся эта кухня, по всей видимости, перенесется только на осень, не ранее. Так, вот на дневке видно очень хорошо. Ну, смена тренда, вроде бы как остановились мы, да, здесь. Вот. Если мы здесь не вырастем до конца июня, то вся вот эта кухня перенесется просто-напросто у нас на осень. Ну, а осенью, ну, я не знаю, там уже просто-напросто цикличность на рынке сломается, ничего такого хорошего, я думаю, что, ну, не жди от этого крипторынка. Ну, будем смотреть, конечно, будем смотреть. В принципе, вот так вот. Интересно было пообщаться с криптокотлетой, у нее есть интересные умные мысли, нужно иногда к ней заглядывать, там, хотя бы раз через одно какое-то видео. Если вам понравилось данное видео, пишите в комментариях под видео, что вы думаете по поводу крипторынка, что вы думаете о заседании ФРС. И, конечно же, нужно сделать подписку. Нужно исправить ситуацию, потому как большое количество моих зрителей смотрят канал без подписки. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба. Лайк, подписка, комментарий, все ссылки есть в описании под видео. Всем пока, до связи. Желаю всем мирного неба, встретимся.